Я начинаю? Вы начинаете? Сейчас начнем. Сейчас. Идут моторы. Моторы идут? И уже давно идут. Моторы идут, уже давно идут. Динара Ханум стоит в кадре. Динара Ханум, шеф-повар очень примечательного заведения в Казани, которое называется «Татарская усадьба». И здесь, в Татарстане, мы находимся для того, чтобы собрать народные рецепты татарской кухни. Для новой книги о татарской кухне. Что это такое красивое, красное, такое вот аппетитное? Красивый красноаппетитный столик – это калина. Калина? Да, мы сегодня будем делать балан-балеше, пирог с калиной. Это очень-очень давнишний рецепт. Его пекли наши бабушки. Ну, как, опять-таки, как мы вспомнили, да, изобилия не было особого. Вот, и поэтому наши бабушки вот, пекли давайте. пироги с калиной. Я вижу муку, да, я вижу сливочное масло. Да. Рассказывайте. Так, давайте. Сейчас я буду делать тесто. Тесто делаем песочное на сливочном масле. Сколько сливочного масла? Где-то 200 грамм сливочного масла. Ну, примерно на глаз, да? 200 грамм. Также масло должно быть комнатной температуры. Не растопленное ни в коем случае. Так, сюда же идет у нас 150 грамм сметаны. Сметана хорошая. Я вижу, даже сахар стоит у вас на столе. Да. Сахар 180 грамм. Так, 2 яйца. Это Франция какая-то, это не Татарстан, слушайте, это прям Франция. Масло, сахар, потом опять масло. Конечно, будет вкусно. Вот хотите меня спросить, в чем секрет вкусной еды? Значит, во-первых, масло, сахар, немножко муки. Добавь туда, что хочешь, и пусть готовит такая женщина, как Динара. И все. Динара Ханум, извиняюсь. Так, теперь мы добавляем разрыхлитель. Опять-таки, повторюсь, можно чайную соду. Не принципиально. Вот это мне нравится. Когда только говорят, вот разрыхлитель только такой фирмы. Нет. Чайная сода с уксусом, это фу. Такие вещи тоже люди У говорят. нас же больше идет душа, нежели ингредиенты, Сталик. И знания. Ну, это И уж вот золотые руки. само собой. Вот и все. Так, мы положили все ингредиенты. Сейчас мы отправляем сюда муку. И будем замешивать песочное тесто. Динара Ханум. Я все понимаю, пирог с калиной. А зачем вы мне поставили вот 6 вот таких больших луковиц жарить до золотого цвета? А? Сейчас... Куда лук и где пирог с калиной? Пирог с калиной сладость или нет? Сталик, всему свое время, не переживайте. Сейчас, пока мы поставим в печку наш пирог, тем временем мы с вами сварим минут за 10 быстренько молочный суп с жареным луком. Этот рецепт вы не увидите до тех пор, пока не посмотрите пирог с калиной. Потому что вот это вот суп молочный с жареным луком, про него ходят легенды. О, такие люди мне про него рассказывают, что это очень вкусно. И я вот жарю лук уже, наверное, полчаса. Еще минут 15 буду жарить до тех пор, пока... У меня лук должен получиться самым вкусным ингредиентом. И вот я стою, перемешиваю, регулирую тщательно температуру, стараюсь, чтобы ни одна штучка не подгорела. Ну, Динара шеф-повар, не халам-балам. Она требовательная женщина. Она говорит, ты вот так вот будешь переделывать все заново. До 3 часов ночи. Ну, пока вы не оступились и делаете все правильно. Так, смотрите, тесто наше уже готово, можно сказать, да? Сейчас я его аккуратненько переминаю на доске. Но песочное тесто, его нужно очень бережно. Его не нужно сильно давить и не нужно долго сильно переминать. Потому что оно имеет такую привычку затягиваться. И будет как резинка. И еще одна хорошая женщина, знакомая, руки в холодной воде держала и потом делала песочное тесто. Вы с такими не встречались?
Нет, не встречалась. Так, тесто готово. Сейчас оно у нас постоит чуть-чуть. Кстати, ваш лук уже тоже, я бы сказала, готов. О, машалла, машалла. Смотрите, какой лук. А какой запах стоит от него? Вот простой лук. Простой лук. Вот про то, как жарить лук, можно книжку написать, понимаете? Лук можно пожарить, не знаю, там 140 разных способов жарки лука, и каждый раз приходит к разным результатам. Но сейчас я тоже согласен полностью, что все готово. Крышкой накрывать не будем, чтобы он не запарился. Да, чтобы он и подошел. все остальное потом. Так. Тесто на 2 комочка. Один побольше, один поменьше? Или как? Один мы делаем 260 грамм, второй 130. Это на один Ну пирог. как же вы так без весов, а? Ну а что вот А вдруг годы? ошибетесь, Нет, а? нет, я не ошибусь. Это уже годы работы стали. А вы с весами. Вот она говорит еще раз, значит, повторим, чтобы люди запомнили. 260 грамм на один кусок, Низ, 130. да, верх Так. 130. Но это же ни на какую попало сковородку. Если вы возьмете вот такую сковородку, там другие объемы теста должны Это быть. сковородка диаметром 24 сантиметра. 24 сантиметра диаметром. И если вы возьмете шире, либо вы возьмете уже, у вас получится плохо, потому что все эти вещи имеют стандартную толщину. Понимаете? Извините, что я вас Смажьте, пожалуйста, Сталик, мне сковородку маслом. Но бортики тоже нужно смазать, но не так, чтобы прям все стекало. договорились. Если не домажете, тоже пирог приклеится. Договорились. Вот я что умею делать, это жарить лук, мазать маслом сковородку и задавать интересные вопросы. Мы с вами уже познакомились в прошлый раз, когда готовили... Как назывались эти волшебные пирожки? С ливером. А? Перемяч с ливером. Перемяч. Миш-перемящи мы готовили, потому что мы готовили в печи. Промазывайте, пожалуйста, вот смотрите на свет, чтобы Вижу. везде было все промазано. Вижу. Смотри, у меня какие очки. Знаешь, что вот все вижу. Так, Вот. я начинаю раскатывать тесто. Чтобы все было видно. Так, раскатываем ровный Я пласт. вижу, что с запасом, да, тесто делается? Да, ну оно же должно подняться по бортик. бортикам, да. На бортике тоже должно лечь. Да. Смотрите, очень просто измерить. Можно я покажу? Вот берете вот сковородку, прикладываете к одному краю теста. Ну, вот, даже, может, не прикасаясь. Видите? Вот она как... Смотрите, какой глазомер у этой женщины. Все вот точно. Понимаете? Годы тренировок стали. Очень важно катать, чтобы тесто было у нас везде одной толщины. То есть не так, чтобы где-то толще, где-то тоньше. Берем наше тесто, укладываем. Опасная женщина, с ней лучше не спорить. Смотрите, как она умеет скалкой работать. Уж представляю себе, если провинишься. Точность, смотрите, какая. Укладываем наше тесто. Да. Готовят вкусно, как во Франции, но точно, как в Германии. Почему же тогда Германия проиграла войну? Но это была другая причина. Они не правы были, вот и проиграли. А мы правы. Поэтому у нас пирог с калиной будет самый вкусный. Да. Красота. Красота. Динара. Значит, люди иногда пишут комментарии. Им показываешь рецепт, учишь, как готовить, а они пишут комментарии. И они будут спрашивать, почему без перчаток? Вот знаете, я не чувствую в перчатках. Я не чувствую температуру продуктов, и у меня нету вот... Я как, не знаю, я не могу. Жалко, здесь рядом нет вашей мамы, а то я сказал, дайте мне посмотреть на вашу руку, покажите ваши руки. Руки, покажите. Ну, покажите ваши красивые руки вот так. Вот, а вот ногти, как вот вы работаете поваром и с таким маникюром красивым? Ну, знаете, у нас уже сейчас все очень современно в жизни. Это не обычный лак, это покрытие, благодаря которому у нас руки всегда в воде, и ногти, соответственно, становятся очень мягкими. И очень неудобно, они трескаются и причиняют неприятную боль. Ну, правильно. Поэтому мы покрываем ногти, но работаем... А вы еще, Я сейчас уже могу себе позволить особо не работать, я контролирующий орган.
Дирижер. Работают Дирижер повара, да. оркестра. Да, я дирижирую. Но Так, тем не всё. менее, скажите, вот у меня вопрос простой. Они мешают или не мешают? Нет, Или- не мешает. Вот и все. Ей удобно, они не мешают, и она женщина, она хочет быть красивой. Вот и все. Имеет полное право. Какая разница? Или все повара должны быть некрасивые, и чтобы руки были красные, а ногти растресканные, да? Да. Давайте. Так, сейчас займемся нашей начинкой. Калина. Мы берем калину замороженную. Вот эта вот фишечка в том, что она замороженная. На наше тесто у нас идет 500 грамм калины. Здесь тоже просто сейчас, если эта калина у нас растает, у нас получится вообще вот комочек и один сок. Поэтому нам нужно быстрее все делать. Давай. 250 грамм сахара на эту калину у нас идет. А сколько калины было? Полкило? Полкило, да. Так, немножечко ванилина. Я кладу чуть-чуть ванилина. Она же горчит немножечко, а вот она такой прям приятный даст. Вот, я не знаю, вот прям чуть-чуть. Кто хочет, может взять натуральную ванильную эссенцию. Да. Продается в магазинах. Можно да? ванильные палочки, кому как удобно. Так, теперь мы кладем кукурузный крахмал 30 грамм. 30 грамм кукурузного крахмала. То есть калина начнет выпускать сок, Да. и там растворится сахар, уже получится такой достаточно густой сироп. А крахмал превратит все, по сути дела, в кисель. Да. Клейстер такой сделает. И все получится очень хорошо. Да. И также еще у нас идет 30 грамм муки. Вот такой у нас рецепт. Я уже предвижу, какой это будет начинка. Всё Это перемешиваем. Начинка будет в виде такого желе практически, да? Нет. Нет? Вот смотрите, да? У нас сейчас калина красная, но когда у нас пирог выпечется, у него начинка будет золотисто-желтого цвета. Потому что красная, натуральная краска, натуральный красный пигмент, как правило, очень трудно сохранить. Да. Зеленый цвет еще труднее сохранить, и вот красный цвет очень трудно сохранить. Свекла более-менее сохраняет присутствие кислоты. Так, выкладываем теперь нашу начинку. Ничего страшного, что у нас сверху получился вот этот крахмал, все такое, сахар. Ничего в этом страшного. Они потом внутри разберутся, и будет все очень равномерно. Ну, конечно, опустится куда надо. Да, да. Вот так аккуратненько распределяем. Теперь будем раскатывать вверх крышечку нашу. А что так Который нельзя 130. выпечь? Так что же открытый пирог такой, как Ну, пицца? давайте мы же делаем, как Давайте, наши бабушки давайте, делали. давайте. А бабушки наши не знали, что такое открытые пироги, тем более пицца, да? А крышечка уже, наверное, диаметром ровно 24 сантиметра, да? Или тоже с запасом чуть-чуть? Нет, я запас не делаю на крышечку. Хорошо, я буду смотреть. Жалко, что мне уже лук жарить не надо. А то чем же мне заняться? Так, все раскатали. Сейчас небольшой лайфхак. Тот сироп, который будет издавать наша калина, он может выдавить наш шовчик и выйти наружу. Поэтому мы смазываем немножко края теста, но это я сама к этому пришла, яйцом. Вот знаете, прям чуть-чуть. Оно не даст выйти. Наш шовчик будет. Ну, Клей. я так спокойно. Мне так Клей. спокойнее, Клей, да? да, Мне клей. так спокойнее. Потому что это все методом проб и ошибок. Печешь на заказ пирог, а он у тебя открывается, и все, одеваться некуда. Приходится включать мозги. Люди скажут, не, такой пирог мы не купим, не возьмем. Ну, подумаешь, вы должно быть открылся. вкусно и красиво. Как подумаешь, открылся? Нет, так не должно быть. Запоминайте, ребята, девушки, такие вещи люди находят за всю жизнь. Несколько таких секретов. Любой повар имеет каких-то несколько Вот, секретов. смотрите, И- практически у меня легло по диаметру. Молодец. И те люди, которые готовы поделиться этим секретом, этими своими секретами, которые нашли вот за весь свой стаж рабочий, слава им и благодарность. Да? Молодец. Дай Аллах, чтобы вам открылись другие секреты, новые, еще лучше. Спасибо. Вот так сейчас аккуратненько. Песочное тесто, сами понимаете, оно очень же нежное, да?
А калина у нас внутри, видите, какая жесткая. И одно неловкое нажатие, и мы можем порвать тесто. Вот эта жесткая калина может порвать тесто. Закрываем очень аккуратненько. Вот калина, крахмал, этот... Какое-нибудь повидло нельзя было внутри положить, что ли? Ну, Сталик, мы же готовим, как готовили наши бабушки. Какое повидло? В огороде росла калина? Да. Вот. Вот там возле палисадника росла, собрали, Да. пока птицы не А съели. не было раньше И малины. испекли для своих Да, детей, не да. было малины, не было вишни, клубники тем более не было так уж в таких количествах, чтобы там печь пироги. Что было? Пиромяч с ливером. Вот тесто. Масло было у всех, потому что все держали Да. корову. Сметана была у всех, потому что у всех были коровы-кормилицы. У всех на огороде рос лук, у всех на огороде была своя картошка. И сейчас, слава богу, Свои в Татарстане куры? у очень многих свои есть, значит, и куры, и Яйца. картошку выращивают, и коров держат. Поэтому кухня здесь сохранила свой первоначальный смысл. Поэтому опыт татарских кулинаров следует изучать и распространять на всю Россию. Даже не только на всю Россию, а на весь мир. Знаете, вот эту книгу, которую мы сейчас пишем, скоро ведь в Казани пройдет саммит стран БРИКС, Да. и мы будем переводить эту книгу и на английский язык, и на арабский язык, чтобы гости с других стран могли забрать эту книгу с собой. Пусть узнают о том, как вкусно в Татарстане. Пусть хорошие люди приезжают к нам с добром, и мы будем все только очень рады встречать Ну, хороших кормить гостей. будем вкусно, Красиво. да. А этот кусок теста зачем? Еще Ну, один. Из этого кусочка теста мы можем что-нибудь другое сделать. Печенье какие-нибудь. Просто чуть-чуть получилось с запасом. Значит, просто пропорции теста, чтобы сохранить, она сделала тесто чуть больше, чем надо. Да. На кухне тесто никогда не пропадет. Нет. Если даже вот вам сегодня ничего не нужно, заворачивайте в пищевую пленку, уберите в морозильник. Если когда надо, за сутки раньше положите это тесто в плюсовую камеру холодильника. Оно совершенно там верно. постепенно постоит, все, доставай, готовь. У тебя, если есть у тебя тесто запас, готовое тесто, если есть где-то фарш тоже замороженный, ничего страшного, фарш замороженный. Если у тебя есть бульон замороженный, всегда будет что покушать. Крупу достали, лапшу достали. Лапшу тоже можно раскатать, высушить, заготовить держать, да. и держать готовую лапшу. Так, смотрите, Сталик, я прям, если вы заметили, 3 круга прошлась, прям чтобы у нас ничего не открылось. Плотно придавилась. Прям, да, прям очень, чтобы, ну... Дырочку сделала посередине. Дырочка, чтоб да, воздух пошел. посередине обязательно. А ваша мама, между прочим, хулиганка. Она не хулиганка, это не тот пирог, с которым надо хулиганить. Она меня заставила этот пирог в засос целовать. Да, это нужно с Яблочный. яблочным так делать. Что, вы так делаете, да? Да. А потом людям продается. Ну нет уж, мы на производстве не так делаем, просто нажимаем, и воздух выходит. Она уж работает по своей дома для старинке, своих, да. да? Это, ну хорошо, все. Ну правильно, тогда Так. все свои были. Смотрите, сейчас, чтобы у нас пирог получился и красивым, и чтобы я была спокойна, что он не откроется точно, я делаю вот такой вот рисунок. Это надо близко посмотреть и сфотографировать. Смотрите, как она делает. Смотрите, как она делает. Вот сейчас все делают на шпичмаках. Вы видели, да, такую красивую косичку 2 руками, Да. Сталик? А вот раньше таких ведь косичек не делали. Раньше наши бабушки делали вот так, одной рукой. Вот такие косички делали. Моя Двойника делала вот такие косички. Таких, которые делают 2 руками, сейчас красивых, нарядных не было. Вот у меня на работе повара. Красивые косички 2 руками делают хорошо, а вот эту не могут научиться одной рукой. Все. Красота. Пирог готов. Отправляем в духовку. Сколько градусов? Сколько времени? 175 градусов в хорошей духовке. Ну, минут 25-30. Но этот пирог нужно сначала, прежде чем резать, остудить чуть-чуть. Правильно, чтобы начинка вся застыла. Да, чтобы она была Пошли. золотая прям такая. До встречи. Книга «Видеобук» составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие.
А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Ну что, Сталик, наш балан бәліш готов. Он Еще раз, горячий. как говорите, балан? Балан бәліші. Балан, значит... Это калина. Калина? Да, бәліш это пирог. Очень приятно. А вот это какой балиш? Это то же самое, просто пирог с калиной нужно резать, когда он уже подостыл. Ясно. Вот этот пирог у нас уже остыл. Значит, это с собой привезли? Да, Вот, смотрите, какой человек. предусмотрительность. Сейчас мы будем его резать. Ну Вот видите, он вот. какой золотистого цвета. Какая красота получается. Идите сюда поближе. Идите поближе. Посмотрите, какая красота внутри. Какая начиночка. Просто супер. Смотрите. Какая начиночка. Мы сейчас это все сфотографируем. А потом я, конечно, обязательно попробую. И в книге вам все честно напишу. Если будет невкусно, так и напишу невкусно. Но, скорее всего, я напишу, что это очень вкусно. И, скорее всего, сегодня у нас есть настоящий честный повод сказать вам 3 очень правильных татарских слова. Ашларыгыз там леболсын.